Название магистратуры, о которой я сейчас буду рассказывать, звучит захватывающе. Географические информационные системы и космический мониторинг в землеустройстве. Казалось бы, землеустройство, причем тут космос или какие-то географические информационные системы, но дело в том, что сейчас технологическая революция приводит к тому, что изменяются инструменты для осуществления действий, необходимых для решения задач землеустройства. Участки земли, которые требуют того, чтобы твердо знать их границы, всегда эти вот границы участков прокладывались с помощью знакомых многим инструментов. Теодолит, такая тренога, на которой стоит трубка, в которую смотрит один человек, а другой держит рейку на каком-то расстоянии от него, и вот таким образом провешиваются какие-то линии прямые, вычисляются координаты. И в общем это занятие, за таким занятием, наверное, вы видели людей, в общем-то немножко оно скучным кажется. И вот в этой части, в части определения координат, границ земельных участков, последние 20 лет произошла просто революция. Все знакомы с тем, что такое геопозиционирование. Когда вы едете в такси, то у каждого водителя уже есть навигатор, по которому видна улица, по которой вы едете, он набирает конечный адрес, и навигатор прокладывает маршрут. Как это происходит? Какие используются при этом инструменты? Ну вот, оказалось, что координаты и улиц, и конечного места, куда вы направляетесь в автомобиле, проще всего определить с помощью, не удивляйтесь, спутников, которые летают над землей и которые постоянно посылают сигналы, которые принимаются здесь на земле вот этими приемниками систем геопозиционирования. Российская система называется ГЛОНАСС, тоже эти слова все слышали. Самая первая система, созданная еще раньше, называется GPS, Geopositioning System. Европейская система геопозиционирования называется Галилео. Есть уже и китайская система геопозиционирования, развиваются эти системы, но вот само по себе, значит, определение координат на Земле с помощью летающих над Землей космических аппаратов, это вот и есть вот революция, которая привела буквально к кардинальным изменениям в технологиях осуществления землеустроительных работ. И вот мы именно этому и посвятили содержание нашей магистратуры. Студенты изучают современные технологии осуществления землеустроительных работ и отражение результатов применения этих технологий в компьютере. Тоже земельный участок проще всего представить в виде карты, которая в электронном виде представлена в компьютере, а земельные участки на ней – это система, называющаяся геоинформационная система. Технологии геоинформационных систем появились еще давно, потому что нужно было определять координаты, точные координаты целей для военных применений. Надо было, чтобы ракета прилетела в нужное место и именно поразила необходимую цель. Но потом, когда в гражданских целях стала использоваться эта технология, оказалось, что очень удобно представлять участки земли в виде
геоинформационных систем в компьютере, электронная карта плюс привязанные к ней базы данных, информация об этих участках, чей участок, кто владелец, какая его площадь, какая его стоимость при последней продаже и так далее. Имеется публичная кадастровая карта России. Можно зайти на сайт и увидеть, что каждый земельный участок, включая и тот, который, может быть, которым вы владеете, ваш садовый участок или какой-то еще, он там обязательно отмечен, и там есть его кадастровый номер, и это все доступно для обозрения, и эта технология широко используется, а 15 лет тому назад, даже 16 лет тому назад появилась система Google Планета Земля, которую тоже, наверное, многие знают, в которой можно увидеть мозаику космических снимков разного разрешения. И можно увидеть буквально каждый дом в этой системе. И вот это примерно то, чему мы учим студентов в этой программе магистратуры. Мы учим, как вот эти современные технологии могут быть использованы в землеустройстве. Ну, конечно, кроме технологий, о которых я говорю, еще есть юридические вопросы, связанные с землеустройством, есть экономические вопросы, которые требуется решать владельцам земельных участков. И это тоже все входит в программу этой магистратуры. Так что добро пожаловать к нам на магистратуру с названием «Географические информационные системы и космический мониторинг землеустройства». В настоящее время наш мир стремительно меняется. То, о чем вчера читали в фантастических романах или мечтали футуристы, сегодня становится привычной реальностью. Наукоемкие производства превращают идеи открытия ученых в реальные технологии, программные системы и умные устройства. Управлять такими предприятиями – сложная, но интересная задача. Необходимо разбираться в вопросах стратегического и оперативного управления, менеджмента качества, математического моделирования, управления проектами, экономики. Необходимо свободно владеть информационными системами и технологиями. Именно таких специалистов высокого класса на стыке инженерии и менеджмента готовят на нашей кафедре. Магистерская программа по направлению 270406 «Организация управления наукоемкими производствами» позволяет приобрести базовые компетенции управленца в области системного анализа, моделирования и оптимизации бизнес-процессов, управления проектами, организационно-экономического и имитационного моделирования, управления качеством, принятия решений. Программа 2021 года набора «Информационно-аналитическое обеспечение процессов управления жизненным циклом наукоемкой продукции» направлена на формирование дополнительных компетенций в области интеллектуальных методов анализа данных и управления логистическими системами, которые актуальны для любой современной организации. Занятия проводятся преподавателями, имеющими огромный опыт образовательной деятельности и, что особенно важно, практический опыт управления проектами в области космонавтики, медицинских информационных систем, разработки логистических систем для крупных компаний, добывающего и перерабатывающих секторов экономики. Наши выпускники работают аналитиками, инженерами, руководителями среднего и высшего звена в государственных и частных компаниях, телекоммуникационной отрасли, IT-производстве и других. Подробнее с содержанием программы можно ознакомиться на сайте ЮФУ и в нашей группе ВКонтакте, где представлены отзывы выпускников, есть возможность посмотреть истории их профессиональной карьеры, пообщаться со студентами и преподавателями, задать интересующие вопросы. Информация о правилах поступления, сроках и необходимых документах представлена на официальном сайте ЮФУ. План набора предусматривает 15 бюджетных мест и 10 мест с полным возмещением затрат. Для абитуриентов, имеющих базовое образование в других областях знаний, предусмотрены консультации перед поступлением и в процессе обучения адаптационные курсы.
Задания по дисциплинам, тематика курсовых и выпускных работ определяется с учетом ваших индивидуальных профессиональных интересов. Поэтому, обучаясь, вы можете решать реальные задачи организации, в которой работаете или планируете работать. Получая образование у нас, вы приобретаете новые знания, новые возможности и больше свободы в выборе направления профессионального роста. Приходите к нам, расширяйте свои горизонты, смотрите на мир системно и получайте удовольствие от интересной, востребованной и высокооплачиваемой работы. Здравствуйте! Я хочу представить магистерскую программу технологии интеграции данных и приложений, реализуемую в Институте высоких технологий и пьезотехники Южного федерального университета, разработанную совместно с исследовательским центром Samsung. В мае 2019 года совместно с компанией Samsung на базе Института высоких технологий и пьезотехники была открыта IT-академия Samsung, что послужило началом плодотворного сотрудничества между Южным федеральным университетом и компанией Samsung. В результате чего был согласован набор дисциплин и их содержания, которые легли в основу представляемой программы. Итак, основу программы составляют дисциплины, затрагивающие такие области IT-технологий, как искусственный интеллект, включая технологии компьютерного зрения, технологии машинного обучения и технологии больших данных, а также область интеграции данных на разных уровнях реализации информационной системы, такие как технологии ETIL, то есть извлечения, преобразования и загрузки данных, технологии управления бизнес-правилами, технологии интеграции систем на базе фреймворка Apache Camel, технологиями JSON и RESTful. Основная языковая платформа реализуемой программы – это Python и Java. Магистры, поступившие на программу, имеют уникальную возможность напрямую общаться с ведущими разработчиками в области искусственного интеллекта компании Samsung, которые решают реальные практические задачи. Это происходит во время регулярных вебинаров. Дисциплина технологии машинного обучения ведется сертифицированным преподавателем IT-академии Samsung Дмитрием Владимировичем Яценко. По окончании дисциплины каждый студент при условии успешной сдачи каждого модуля дисциплины получает сертификат, подписанный руководителями исследовательского центра компании Samsung и ректором Южного федерального университета. И по окончании обучения каждая выпускная работа магистра принимает участие в региональном конкурсе студенческих работ. Каждый год компания Samsung проводит всероссийский конкурс студенческих работ. В 2020 году работы выпускников IT-академии Samsung, Института высоких технологий и пьезотехники Южного федерального университета добились значительных успехов. Далее представлены ролики призеров и победителей Всероссийского конкурса студенческих работ.
Институтом высоких технологий и пьезотехники Южного федерального университета реализуется образовательная программа приборостроения, которая позволяет вам получить качественное образование в области современной информационно-измерительной техники и технологий. Целью образовательной программы является подготовка высококвалифицированных специалистов, которые способны применять знания, умения и навыки для создания и обеспечения функционирования сложных информационно-измерительных систем самого различного назначения. Развитие приборостроения, возможно, вам это известно, является одним из приоритетных направлений современной России и непременным условием обеспечения экономической и оборонной безопасности страны. Явным преимуществом предлагаемой Институтом высоких технологий и пьезотехники программы является интеграция подготовки будущих специалистов в научно-исследовательскую и производственную деятельность НКТБ «Пьезоприбор ЮФУ». Преподаванию дисциплин, руководству производственной практикой, руководству курсовыми, выпускными квалификационными работами привлекаются ведущие специалисты в области приборостроения и создания информационно-измерительных систем. Научно-конструкторское бюро «Пьезоприбор» привлекает обучающихся к выполнению прикладных исследований и опытно-конструкторских работ, как по целевым программам, так и по отдельным заказам предприятий Роскосмоса, военно-промышленного комплекса и предприятий атомной энергетики. Комплексное использование материально-технических и кадровых возможностей кафедры информационно-измерительных технологий и научно-конструкторского технологического бюро «Пьезоприбор» позволяет обеспечить высокий уровень подготовки специалистов. Предлагаемая вашему вниманию образовательная программа направлена на освоение информационно-измерительных технологий с привлечением современных инженерных программных продуктов. В образовательном процессе используется компьютерный комплекс от фирмы National Instruments, который позволяет создавать сложные автоматизированные информационно-измерительные системы. Дисциплины учебного плана, помимо общих социальных и гуманитарных дисциплин, содержат аж 2 блока профессиональных дисциплин. В первом блоке присутствуют дисциплины, которые предназначены для изучения и освоения информационных технологий. Это такие дисциплины, как информатика, теория технологии программирования, программное обеспечение, архитектура ЭВМ. А во втором блоке представлены дисциплины, предназначенные для изучения и освоения измерительных технологий. Это и электроника, и микропроцессорная техника, и физические основы получения информации. При реализации образовательной программы предусмотрены и учебная, и производственная практики. Целью практики является закрепление теоретических основ и приобретение студентами практических навыков, а также опыта самостоятельной работы. По результатам освоения программы подготовлены к профессиональной деятельности на предприятиях и организациях, которые связаны с интеллектуальной деятельностью в области компьютерных и измерительных технологий. Выпускникам гарантировано трудоустройство в научно-производственных организациях, предприятиях оборонного комплекса, а также коммерческих фирмах, деятельность которых связана с информационно-измерительной техникой и технологиями. Мы вас ждем, ставьте перед собой цели, а мы поможем в их достижении. Спасибо за внимание.